Давайте поговорим о теме, где мифов больше, чем фактов, о женском либидо. Сразу честно, низкая либидо у женщин чаще всего не означает, что вы сломались. И не означает, что вам срочно нужен какой-то гормон. Либидо – это система. Если система перегружена, желание выключается. Ровно так же, как выключается аппетит при сильной тревоге или сон при стрессе. И в этом есть хорошая новость. Системы предсказуемы, а значит их можно чинить не гаданием, а шагами. Договоримся об одном. Сегодня мы говорим без желтизны, без волшебных точек, без секретных продуктов. Только то, что реально подтверждено современной медициной и клинической практикой. И важная оговорка. Все, что я скажу, это информация, а не персональное назначение. Если речь идет о лекарствах и гормонах, решение принимается с врачом. Начнем с простого определения. Либидо – это сексуальное желание, то есть мотивация к интимной близости. Это не оргазм, не смазка, не как часто у вас бывает секс, и даже не насколько вы любите партнера. Желание – это отдельная функция, и оно зарождается в мозге. В голове постоянно работают две группы сигналов. И это газ и тормоз. Газом чаще всего являются дофамин и норадреналин. Это про интерес, предвкушение, энергию. Плюс половые гормоны, тестостерон и эстрогены. Они поддерживают чувствительность, готовность системы. А тормозом чаще всего является серотонин, пролактин и собственные обезболивающие вещества мозга, которые снижают мотивацию и желание. Это ключ. Потому что женщина может быть здоровой по анализам, но жить в режиме постоянного тормоза, и тогда никакой газ не срабатывает. Теперь вторая важная вещь. Норма либидо относительно. У одной женщины норма желания раз в месяц, у другой раз в неделю, а у третьей чаще. И все это может быть нормой, если женщину это устраивает. Проблема начинается не тогда, когда редко, а когда желание стало заметно ниже, чем это было раньше. И это вызывает напряжение, дистресс, конфликт, ощущение потери себя. Вот с этим и надо работать. Дальше я вам дам карту причин и карту решений, без иллюзий, но и без драматизации. И в конце я соберу все в понятный алгоритм, по шагам. Первый блок причин. Это лекарства. Есть препараты, которые реально могут снижать либидо. Самая частая группа – антидепрессанты, которые повышают серотонин. На их фоне у части женщин уменьшается интерес к сексу. Сложнее возникает возбуждение, иногда притупляются ощущения. Это не вина женщины, это предсказуемая побочная реакция тормозящей системы. Сюда же могут относиться некоторые препараты для снижения артериального давления, некоторые гормональные контрацептивы, опиоидные обезболивающие при их длительном приеме, некоторые антипсихотические препараты, которые повышают пролактин. Плюс даже банальные антигистаминные препараты иногда усиливают сухость слизистых, а сухость делает секс неприятным. И мозг это быстро запоминает. Важно, я сейчас не призываю ничего отменять, я говорю о логике. Если либидо упала после старта нового лечения, это повод обсудить все это с врачом. Иногда достаточно заменить препарат, снизить дозу, подобрать альтернативу, и система оживает. Второй блок причин – сон и усталость. Я понимаю, что это звучит скучно, но это базовая физиология. При хроническом недосыпе падает энергия, растет раздражительность. Усиливается тревожность, гормоны стресса держатся выше, и мозг выбирает выживание, а не удовольствие. Особенно это видно, когда дети маленькие. Сначала все списывают на гормоны, а потом банально нет сна, нет ресурса, нет тишины, нет времени на себя. И в этих условиях требовать от себя желания как раньше, это как требовать от телефона работать весь день на 1% батареи. И к этому же относится беременность, послеродовый период. Там меняется гормональный фон, появляется усталость, меняется образ тела. Часто есть страх боли, есть новая роль, постоянная занятость. И это нормально, что желание может снижаться. Ненормально, когда женщина остается с этим одна, без объяснения, и начинает думать, что любовь прошла. Третий блок причин – боль, сухость, дискомфорт – это огромная тема, особенно после 40, в период менопаузы, когда снижаются эстрогены, слизистое влагалище становится суше и тоньше, могут появляться жжения, микротрещины, травмы, неприятные ощущения. Иногда женщина терпит, иногда избегает близости.
В обоих случаях мозг учится секс равно дискомфорт, и желание закономерно пропадает. Тут важно понимать одну вещь. Если есть боль, либидо не лечится разговором. Сначала нужно вернуть комфорт. По назначению врача подбираются местные эстрогеновые препараты или вагинальные средства с дигидроэпиандростероном. Иногда используется аспимифен, препарат, который действует на эстрогеновые рецепторы и помогает при симптомах сухости и боли. Смысл один – убрать дискомфорт. Тогда появляется шанс вернуть интерес. Четвертый блок причин – эндокринные нарушения, которые нельзя пропустить. Низкая функция щитовидной железы часто дает усталость, снижение настроения, заторможенность, и либидо падает вместе с жизненной энергией. Повышенный пролактин – тоже классический тормоз. Он бывает у кормящих женщин, и это физиологично, но бывает и из-за опухоли гипофиза или из-за лекарств, и тогда желание может исчезать практически полностью. Сюда же относятся сахарный диабет, ожирение, хроническое воспаление, состояние хронической боли, серьезные заболевания. Любая длительная болезнь, которая забирает ресурс, обычно снижает сексуальный интерес, потому что организм экономит. Пятый блок причин – психика и стресс. И это, честно, главный выключатель. Депрессия – не просто плохое настроение, это снижение способности получать удовольствие. Мозг хуже реагирует на приятные стимулы, поэтому желание угасает. Тревога и хронический стресс делают другое. Они держат нервную систему в режиме опасность, а в режиме опасность тело закрывает все, что не критично. Секс не критичен, поэтому выключается. И здесь есть еще один слой, про который редко говорят. Культурные установки, стыд вокруг секса, запреты с детства, ощущение, что хорошая женщина не должна хотеть, что после определенного возраста это уже и не нужно. Или мысли могут жить в голове тихо, но это работает как ручной тормоз. И женщина даже не связывает это с либидо, потому что считает это нормой. И здесь появляется момент, который спасает много отношений. У многих женщин желание не возникает спонтанно, из ниоткуда. Оно часто отзывчивое, то есть появляется после начала ласк, после ощущения безопасности, тепла, внимания, когда тело расслабляется. Это нормально. Проблема в том, что многие пары ждут как в кино. Сначала желание, потом близость. А в реальности у многих женщин порядок совсем другой. Сначала контакт, нежность, время стимуляции, потом желание. И если этого не объяснить, может начинаться давление, партнер думает, она меня не хочет, женщина думает, со мной что-то не так. И возникает конфликт, который окончательно убивает либидо. Шестой блок причин – отношения. Да, я врач, но игнорировать отношения – это как лечить давление и не спрашивать, сколько у вас стресса или соли в жизни. Эмоциональная близость, доверие, уважение – это фундамент. Конфликты, обиды, ощущение несправедливости, отсутствие поддержки – это прямой тормоз. Очень частая ситуация. В быту женщина тащит все. Устала, злится, не говорит ничего, потом слышит: «А что с либидо?» И хочется ответить: «А, ну в отпуске, как и я». Еще одна частая история – дисбаланс желания, когда один партнер всегда хочет, а другой почти никогда. И вместо диалога появляется давление и вина. А вина – это очень мощный антисекс. Это реально не работает. Нормальная коммуникация, возвращение телесной близости без цели должно закончиться сексом. В сексотерапии есть техника, которая называется сенсей-фокус. По сути, это пошаговое упражнение, где вы учитесь снова ощущать тело, удовольствие, прикосновение, но без давления и без достижения результата, без экзамена, без «давай быстрее». Почему ты не хочешь именно сейчас? Теперь практическая стратегия. Что делать, если вы узнали себя? Шаг первый. Не искать волшебный витамин, а найти причины. Начните с простого. Сон, усталость, стресс, боль, отношения, лекарства. Иногда уже на этом этапе становится все ясно. Где главный узел? Шаг второй. Убрать физические тормоза. То есть, если есть боль, сухость, жжение, инфекции, проблемы с мочеиспусканием, это надо лечить. Сначала комфорт, потом все остальное. Шаг третий – посмотреть на медикаменты. Если вы принимаете антидепрессанты, либидо упала, это не повод бросать лечение, это повод корректно обсудить с врачом варианты. Иногда помогает смена препарата на другой с меньшим влиянием на сексуальную функцию. Иногда помогает добавление другого лекарства, это решаемо, но только с врачом.
Шаг 4. Работа со стрессом и настроением. Не лозунгами, а методами. Когнитивно-поведенческая терапия помогает менять установки и тревожные сценарии. Практики осознанности помогают возвращать внимание в тело и ощущения. И есть данные, что такие подходы улучшают сексуальное желание у женщин со стойко сниженным либидо. Шаг 5. Отношения. И здесь важна честность. Либидо часто не про секс, это про безопасность, уважение, распределение нагрузки, про то, как вы чувствуете себя рядом с человеком. И еще одно, не попадайтесь в ловушку добавок для либидо. На рынке много огромных обещаний, но в большинстве случаев такие препараты без достаточной эффективности, или эффект слабый или непредсказуемый. Если есть дефицит витаминов или железа, их корректируют, потому что это важно для здоровья. Но таблетка желания без диагностики причин никогда не решает проблему. Это как поливать лампочку водой и ждать, что в комнате станет светлее. Теперь про лекарства для либидо, чтобы не было у вас иллюзий. Есть препараты, которые зарегистрированы для лечения стойкого сниженного сексуального желания у части женщин. Например, флибосерин. Это ежедневный препарат, который женщина постоянно пьет. Эффект не мгновенный. Обычно оценивают ответ через 4-8 недель. Побочные эффекты возможны: сонливость, головокружение, тошнота, и он не для всех. Есть бремелатонид. Препарат по требованию в виде подкожной инъекции перед предполагаемой близостью. Он тоже может усиливать субъективное желание, но нередко вызывает тошноту и не подходит при неконтролируемой артериальной гипертензии. Это не магические уколы, это инструменты для конкретной клинической ситуации, когда есть выраженное снижение желания, и это вызывает дистресс. И еще раз, все это только по назначению врача, после оценки рисков. Очень много побочных эффектов. Отдельная тема – тестостерон у женщин после менопаузы. Да, международные эксперты сообщают, что низкие дозы тестостерона могут улучшить либидо у части женщин в постменопаузе, но ключевое слово – низкие дозы и контроль. Уровень не должен выходить за физиологический диапазон для женщин. И это делается с врачом, с оценкой рисков и показаний. Это не история «купила гель в интернете и намазала». Это плохая идея. Я хочу, чтобы вы запомнили одну мысль. Женская либидо не кнопка, это индикатор состояния системы. Когда системе безопасно, тогда есть ресурс. Когда нет боли, когда настроение стабильно, когда отношения живые, желание обычно возвращается. Иногда быстро, иногда постепенно. И самое важное, если вас это действительно беспокоит, если это вызывает страдания, конфликт, ощущение потери, это медицинская и психологическая задача, а не стыдная тема. И еще один практический ориентир. Врачи обычно рассматривают проблему как клинически значимую, когда снижение желания держится месяцами. Это не объясняется острым стрессом на этой неделе. И самое главное, это реально мучает. Не партнера, а именно вас. Есть ощущение, что вы потеряли важную часть себя. Тогда это точно повод не терпеть и не стыдиться, а разбираться. В таких случаях правильный путь – диагностика причин, план действий и контроль динамики. Не один совет из интернета и не один разговор «соберись». Если вам нужен такой разбор, индивидуально, спокойно, по шагам, это как раз то, чем я занимаюсь. Найти реальные причины, собрать план и отслеживать, что меняется на практике. Если захотите, контакты и формат работы, как обычно, в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. И, пожалуйста, не воюйте с собой. Либидо – это не моральная оценка, это сигнал. Его можно понять и с ним можно работать. Всего вам хорошего, дорогие мои. Пока!